Кот Вилли вас приветствует из-под гортензий. А нам с вами сегодня предстоит насыщенная программа. Будут тыквы, наш урожай, будут помидоры наши и из садового хозяйства. А будет интересная надпись на автомобиле, которая девиз жизни. Кот Арчик опять нас порадует своими фокусами. Ну и в общем всякое разное. Начинаем мы с тыкв. Эта тыква у нас выросла, уродилась. Симпатичная. Вот там наш участок, вот там Ирина. Вот она копошится. Смотрите, вот эта тыква с нашего участка. Тыква, вот она. Сюда, сюда, сюда. И вот она. Это я снимаю на соседской территории. А еще продолжается сюда. Ну, метров 5 точно. Вот смотрите, вот это все тыква с нашего участка вылезла на соседний и вот так проросла сюда. А с соседями все согласовано. Соседка в этом году очень редко приезжает. Мы с ней поговорили. Она говорит, одной ездить скучно. Вот она после того, как овдовела, стала сюда редко приезжать. А вот это, смотрите, интересная коллизия. Арчик нашел себе место, где поспать. Просто впритык к миске, в миске горошки. Он там лежит, дремлет. А котик Вилли захотел перекусить, он хотел именно горошки. Ну, вот Арчик ему мешает, он поел паштет, но он хочет именно горошков. Вот смотрите, подходит, и ему ужасно некомфортно. Вот этот лежит рядом, а ему ужасно некомфортно. Вот. Все, ему все удовольствие от горошков испорчено. Вот видите, да, и он недовольный уходит. Вот так, такой вот Арчик. Ну, Анфисия и лебеди. У нас в конце ролика будет большой фрагмент. Анфисия, лебеди и мы с Ириной. Вот, выставляем миску по вечерам, и в ней горошки. Или там мясо, что-нибудь такое. К утру всегда пустая. Значит, кто-то, кому-то это оказывается полезным. Ну, ходит много кто. Ходят коты, ходят псы. Думаю, надо подписаться. Кому-то горошки нравятся. Так, ходим, его зовем. Он... А он испугался. А потому что там, на соседнем участке, мужик траву косит с газонокосилкой. А его отрезали. А ему домой никак не вернуться. А он домой хочет. Его специально не кормили с утра, чтобы... Вот. Иди, да. Иди. Он пролазит снизу, у него своя это. Вон здесь он пролазит снизу. Сейчас он тут пролезет, у него тут... Тихо, Ира, отойди, он пролезет сам. Вот. Ой, ты мой хороший мальчик такой. Да. Вот теперь его надо на руки брать. Бери. Вот. Он с утра ушел. Вот наш дом. Он соседний. А он ушел дальше. А тут приехал мужик на машине, вставать траву косить. Соответственно, Арченька вернуться не мог. Арчик был там, где вот эти туи стоят, в следующем дворе. И заперли его. С утра не кормленный. Вот. Сидел, плакал. На самом деле неприятно. Приехали соседи и приехали из Германии с терьером, с псом-терьером. Так что это рискованно. Вот смотрите, это наши помидоры. А большие помидоры кончились, только черри. И вот для салата за большими помидорами мы заехали в садовое хозяйство. Каждый год там покупаем. У них огромные теплицы. И помидоры, видите, очень-очень-очень такие приличные. У них есть розовые такие, мясистые, вкусные. Ну, плюс там перцы, баклажаны. Чего там только у них нету. Мы сейчас с вами увидим, вот смотрите, теплицы. И там вот эти помидоры. И это где-то до середины ноября у них, ну... А мы уже будем покупать у них
такие для салата, для таких покрупнее. И вот смотрите, вот это на перекрестке машина, и там надпись: слишком стар для работы, слишком молод, чтобы умирать, самый раз для путешествий. Вот это просто про нас сказано. В самый раз для путешествий. Мы заехали в Биллу. Раньше был Меркур назывался, сейчас называется Билла Плюс. Очень хороший магазин. Мы с Ириной заскочили там, затарились. До этого мы заезжали, купили паштет для котов. В кошачий магазин заезжали. Ну, в общем, так, был день с покупками. А сейчас немножко про лебедей. Сегодня они под наблюдением. Вот, под наблюдением Анфисии. Анфиса спит у меня за доской часто. Анфисия принимает активное участие. Активно. На пирсе у меня стоит доска, она за ней устраивается и спит. Ну, раньше их было двое белых, больших. И она с ними справлялась. А сейчас их вон 5. И она прикидывает стратегию. Да, говорит, как мне действовать? Все, кончилось. Давай, у меня вот другая банка на пальце висит. Снимай. Ой. Ой. Камера задрожала. Этот залез, говорит, я поближе, говорит. Самый нахальный. Самый нахальный, да. Я стал делать серию роликов под общим названием «Лебединая песня». А что ты только деткам даешь? Старшие-то тоже хотят. Потому что они на глубине, а там рыбы все забирают. А тут ступенечка и мелкая, и они успевают съесть, прежде чем рыбы все растают. Анфисия, ты согласна с таким вот? Вот они размещаются и на этом канале, и на канале «Жизнь в Австрии». То есть я кормлю лебедей и при этом о чем-то там рассуждаю. Так. Вот, давай, ботинок не грызи. Вот это детишки, а там родители. Вот. Очень дружная семья. То есть- Вот они все лето, они все всегда были вместе. Ну да, у них такая семья. Вообще они даже не разлучались. Тоже хочет. Тут у нас Анфисия, а там у нас котик Вилли, который тоже услышал голоса, говорит, я тоже хочу поучаствовать в кормлении лебедей. Так. Так. Он просто хочет вместе со всеми. Анфисия пошла на рыбу смотреть. Вот ее погнали. Ну, она не то чтобы особо испугалась, но, говорит, с ним связываться, он психический. Говорят, мы говорит, в следующий раз Я, говорит, потом с ним разберусь. разберемся с ним. Да. Так, хорош, надо еще оставить на потом, когда они приплывут и будут мешать мне на доске плавать. Да, рыба. Да. Не, хватит им уже, пусть идут полезную пищу, траву едят. А на канале «Жизнь в Австрии» есть шортс, который набрал уже почти 700 тысяч просмотров, как лебедь уступи дорогу. И там говорят, вот, родители защищают своих детей от вас. Вот смотрите, я стою, вот дети, вот сзади родители. Так что нет, не защищают они детей от меня. Вот такой был беспокойный день. Подпишитесь на канал. Думаю, надо подписаться. Да, я согласен с котиком, надо подписаться. Включите уведомления, поставьте лайк, будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам. Пока-пока.